Во многих отношениях именно загадка сфинкса действительно все изменила, привлекла внимание общественности. Для тех, кто не в курсе, речь идет о том, что некоторые сооружения в Древнем Египте намного старше, чем принято считать в традиционной археологии и египтологии. Нам хотят внушить, что все это появилось в определенный период времени. Династический Египет, известный нам с 3000 года до нашей эры, на самом деле является наследием того, что я называю более ранним циклом цивилизации. Как геолог, я вижу, что эрозия на сфинксе, особенно на стенах его ограждения, не вызвана ветром и песком. Это не пустынная эрозия. Тело сфинкса сложно оценить из-за многочисленных ремонтов, но стены ограждения сохраняют важные детали. Если вы не были в Египте, знайте, сфинкс вырезан из цельной скалы. Изначально над поверхностью была только его голова. Они вырезали тело, углубляясь в породу. На протяжении веков великий сфинкс в Гизе стоит молчаливым стражем плато, наблюдая за пирамидами и Нилом. Его тело льва и человеческая голова вдохновляли мифы, легенды и научные споры. Но под его внушительной формой скрывается более глубокая загадка. Какие тайны хранит сфинкс? Кто были его создатели? Сфинкс был вновь открыт спустя долгое время после строительства. Большую часть своей истории он был почти полностью погребен под песком. Виднелась лишь голова. В 1817 году итальянский исследователь Джованни Баттиста Кавилья провел раскопки, убрав часть песка и обнажив тело. Но никаких входов или тайных комнат не нашли. Прорыв произошел в XIX веке, в 20-х и 30-х годах, когда французский египтолог Эмиль Барайс провел систематические раскопки, полностью обнажив тело сфинкса. Подземные проходы вызвали предположение о том, что скрывается под этим древним памятником. Может ли это быть легендарный зал летописей, хранилище древних знаний? В 70-х и 80-х годах XX века археологи, такие как доктор Марк Ланнер и Джон Энтони Уэст, использовали георадары и сейсмографы. Их находки выявили аномалии, пустоты под сфинксом, что породило новые вопросы. Для чего эти пустоты? Ритуальные камеры, гробницы или нечто иное? Эти открытия разожгли воображение ученых и публики. Многие предполагают, что в этих неизученных туннелях и камерах скрыты древние знания. Идея зала летописей, хранилище мудрости додинастической цивилизации, сохраняется, хотя доказательств нет. Некоторые туннели простираются на 30 метров, а камеры достигают 5 метров в высоту. Сложность и масштаб этих полостей поражают. Их строительство требовало точной инженерии, чтобы не повредить сфинкса. Могла ли цивилизация 4000 лет назад создать это с примитивными инструментами? Особенно загадочен металлический люк, обнаруженный на голове сфинкса во время реставрации XX века. Некоторые считают его современной добавкой для обслуживания, другие видят в нем фантастические возможности, вход в тайные камеры или реликвию утраченной технологии. Кто построил сфинкса и как они добились такого совершенства формы и функции? Сфинкс впечатляет. 240 футов в длину, 66 футов в высоту, 62 фута в ширину. Вырезан из цельного известняка, весит около 200 тонн. Его размеры сравнимы с футбольным полем, а высота – с шестиэтажным зданием. С медными инструментами древних египтян это кажется почти невозможным. Хотя ученые приписывают строительство сфинкса фараону Хафре около 2500 года до нашей эры, некоторые считают его намного старше. Следы водной эрозии указывают на воздействие сильных дождей, что датирует его 10 000 лет до нашей эры. Эта теория противоречит традиционной хронологии, предполагая, что сфинкс создан более древней, утраченной цивилизацией. Могли ли его построить забытые культуры с технологиями, превосходящими египетские? Обнаружение подземных камер усиливает эти предположения. Хранились ли там древние тексты или проводились ритуалы? Техники строительства остаются загадкой. Как древние строители перемещали огромные каменные блоки? Считается, что десятки тысяч рабочих использовали деревянные сани и увлажненный песок для транспортировки. Современные эксперименты подтверждают возможность этого метода, но некоторые предполагают утраченные технологии или знания. Более спекулятивные теории говорят о передовых инструментах или использовании звукового резонанса для обработки камня. Чем глубже мы исследуем сфинкса, тем больше вопросов возникает. История, похоже, не высечена в камне. Новые открытия ждут своего часа. Возможно, величайшая загадка – не то, что сфинкс раскрывает,
а то, что он продолжает скрывать. В его тени мы задаемся вопросами: кто построил этот памятник и зачем? Как они добились такой точности? Какова истинная цель сфинкса и окружающих мегасооружений? Наиболее распространенная теория связывает сфинкса с фараоном Хафре, построившим вторую по величине пирамиду в Гизе. Но водная эрозия на теле сфинкса указывает на 10 тысяч лет до нашей эры, когда в Египте были сильные дожди. Это предполагает существование забытой цивилизации. Почему нет других следов их присутствия? Эти вопросы подпитывают теории заговора. Одна теория предполагает, что сфинкс был не гробницей, а астрономической обсерваторией. Его выравнивание с созвездием Льва во время весеннего равноденствия указывает на связь с звездами, возможно, как маркер времени или средство связи с другими мирами. Другая теория считает сфинксы и пирамиды частью древней энергетической системы, где пирамиды были генераторами, а сфинкс – управляющим механизмом. Их выравнивание с магнитным полем Земли и близость к Нилу поддерживают эту идею, хотя доказательств нет. Но загадки на этом не заканчиваются. Что еще скрывается под сфинксом? Неисследованные камеры продолжают вызывать спекуляции. Может ли это быть зал летописей, хранилище мудрости, возможно, Атлантиды? Поиск продолжается, хотя доказательств нет. Некоторые верят, что строители сфинкса получили помощь из космоса. Теории об инопланетянах существуют десятилетиями. Точность и масштаб строительства кажутся слишком продвинутыми. Хотя это остается фантастикой, сфинкс продолжает завораживать. Даже без инопланетян он и пирамиды – чудеса инженерии. Стоя перед сфинксом, мы имеем больше вопросов, чем ответов. Какова его истинная цель? Кто были строители? Почему он продолжает нас завораживать спустя тысячелетия? Сфинкс хранит свои тайны, терпеливо ожидая, когда мы будем готовы понять его послание. Что, если величайший памятник человечества не то, что мы думали? Более 4500 лет он стоит стражем в Сахаре. Памятник поразительного масштаба и точности, не поддающийся объяснению. 2 миллиона камней, некоторые весом до 15 тонн, сложены с невероятной точностью. Какова его истинная цель? Тайные камеры, секретные двери и загадочная пустота в его ядре. Использовали ли древние энергию Земли способами, которые мы только начинаем понимать? На заре истории, за 2500 лет до нашей эры, целая цивилизация собралась, чтобы построить величайшие памятники на Земле. 13 миллионов тонн камня, достаточно, чтобы построить Лондон, были перетащены через пустыню. Зачем? Какое видение двигало ими? На рассвете в Сахаре первые лучи солнца озаряют известняковые блоки Великой пирамиды в Гизе, вызывая золотое сияние, завораживающее более 4500 лет. Построенная около 2560 года до нашей эры, Великая пирамида – свидетельство гениальности и амбиций древних египтян. Традиционно считается гробницей фараона Хуфу. Более 2 миллионов каменных блоков, некоторые весом до 15 тонн, сложены так точно, что между ними не проходит даже кредитная карта. Пирамида занимает площадь, равную 5 футбольным полям. Внутри пирамиды узкий спускающийся проход длиной более 100 метров, высотой менее 1,5 метров, заставляет посетителей наклоняться, пробираясь вглубь. Он ведет к подземной камере, недостроенному помещению размером с большой гараж на 2 автомобиля, с низким потолком, создающим ощущение давления земли. Грубые стены наводят на мысль о заброшенном проекте или намеренной загадке. Восходящий проход, крутой и узкий, словно проход в наклоненном самолете, ведет к Великой галерее, величественному коридору высотой с 7-этажное здание и длиной в половину футбольного поля. Стены, сужающиеся кверху, словно направляют взгляд к небесам. Из галереи горизонтальный проход ведет к камере царицы, размером с просторную спальню, но с множеством вопросов. В 1993 году робот Упуацаку исследовал узкие вентиляционные шахты и обнаружил известняковую дверь с медными ручками, известную как дверь Гантенбринка. За ней еще одна дверь и неопределенность. Эти шахты остаются загадкой. Скрывают ли они тайные камеры или имеют символическое значение? Выше находится камера царя, построенная из гранита с кварцевыми кристаллами. Просторная, как небольшой банкетный зал, но пугающе пустая. Простой гранитный саркофаг без надписей молчит. Мумий или сокровищ здесь не нашли, что озадачивает историков. В 2017 году с помощью мионной томографии ученые обнаружили большую пустоту
размером с фюзеляж самолета над Великой галереей. Ее назначение неизвестно, а доступ к ней может повредить пирамиду. Ранние исследователи, такие как Джованни Баттиста Кавилья, описывали путешествие внутрь пирамиды как погружение в тайну, где каждый камень шепчет о забытом времени. Почему пирамиду считают гробницей, если тела фараона не нашли? Традиционная археология указывает на ее связь с заупокойными храмами и текстами, связывающими пирамиды с загробной жизнью. Но некоторые предполагают, что пирамида могла быть обсерваторией, местом духовного посвящения или даже электростанцией. Теория об энергии перекликается с идеями Николы Теслы, который изучал пирамидальную форму для передачи энергии. Гранит в камере царя с его пьезоэлектрическими свойствами и подземный водоносный слой под пирамидой наводят на размышления. Хотя прямых доказательств нет, сходство интригует. Наш путь завершается у основания пирамиды, но вопросы остаются. Что если ее цель – соединить земное и божественное, используя силы природы? Пирамида не просто хранит историю, она заставляет нас пересматривать ее. Как сказал Индиана Джонс, археология там – это поиск фактов, а не истины. Если вам нужна истина, кабинет философии доктора Тайриза дальше по коридору.